Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Подписывайтесь на мой канал. Тибетская формула, спасительные рецепты. Все о здоровье, о правильном питании, нутрицептике, биологически активных добавках. Также я постараюсь максимально быть полезным и ответить на все ваши вопросы. Но еще раз хочу сказать, обязательно подпишитесь на мой канал и в дальнейшем обязательно просматривайте данные видео, чтобы быть всегда в курсе тех событий, которые проходят в тибетской формуле. Итак. Марина Павлюкова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как справляться с приступом астмы? Сегодня ночью у моего мужа был приступ. Мы вызвали скорую помощь, но пока она приехала, приступ уже утих с помощью Беротека и Уфилина. Можно ли как-то помочь еще пока ждешь скорую помощь? Самый простой способ — это соль. В тот момент, когда у человека очень сильный приступ, астмы, необходимо взять вот так на руку, насыпать прям пригоршню соли, ее взять, положить на язык и подержать. После того, когда она растворится во рту, то проглотить. Обычно даже одной щепотки соли достаточно для того, чтобы купировать и снять приступ быстро. Далее. В нашей компании есть препарат, который называется Галит. Он сделан из соли с серой. Вот его можно использовать дома, чтобы он лежал в случае, если есть приступ астмы, положить таблетку такого галита в рот, и после чего приступ астмы уйдет. А вы знаете, что астму можно вылечить? Мной разработан шум, который называется шум от астмы. Это энергоинформационно-вибрационная система влияния на человека. И у меня есть ряд примеров, когда люди, прослушивая данный шум на протяжении пару месяцев, после чего снимали диагноз астма. Ну, конечно, те, кто не верит и хочет пить таблетки, продолжайте пить. Я ничего не утверждаю и никого не заставляю ничего делать. Тем не менее, рекомендую. Далее. Я рекомендую использовать мой препарат, который называется Тарантел. Данный препарат, он разработан специально для людей, которые болеют астмой. Принимайте препарат Тарантел по 2 таблетки 3 раза в день. Процесс лечения астмы длительный, это приблизительно 2-3 месяца. Если принимать все это время таблетки Тарантел, то данный препарат может очень эффективно снизить количество астматических приступов, заметно улучшить общее самочувствие, уменьшить приступы, уменьшить длительность приступов и укоротить и даже где-то отменить применение препаратов сальбутамол и так далее. Веротекс. Люба, здравствуйте. Хотела попитати, коли вже буде продажа бітулінова кислота? Она уже есть. Битулиновая кислота уже есть. Мы сегодня, вчера я утвердил этикетку, сегодня эта этикетка будет напечатана, и с завтрашнего дня можно звонить операторам и заказывать битулиновую кислоту. Битулиновая кислота будет стоить дорого, но ее применение минимальное. 1 таблетка 1 раз в день, при онкологии 1 таблетка 2 раза в день, 1 баночки хватает на 60 дней. Я хочу вам сказать, что чем бы ни болел человек, псориаз, шизофрения, артриты, невралгия, заболевания любой сложности, они обычно связаны со снижением иммунитета или иммунным дефицитом человека. При перенесенных заболеваниях любых, допустим, вирусных, осложнение может быть в виде артритов, полиартритов, какого-нибудь ревматизма и всевозможных каких-то обострений, включая гастриты, аменорею и диарею, и что только можно придумать. Также битулиновая кислота — эффективное средство противоопухолевое, которое я рекомендую использовать по 1 таблетке 2 раза в день. Но стоимость такого препарата 60 таблеток будут приблизительно в районе $100. Это по курсу будет где-то 3700 гривен за 1 вот такую баночку.
Тем не менее, очень рекомендую людям, у которых есть заболевания онкологии, как средство улучшающее, и можно применять с основной терапией, можно применять без использования основной терапии. Почитайте «Бетулиновая кислота» в интернете. Наталья Шедловская, подскажите, пожалуйста, я по бетулиновой кислоте отдельно проведу целый вебинар. Целый вебинар двухчасовый, я буду рассказывать все преимущества использования бетулиновой кислоты. Покажу лекции людей, которые говорят о бетулиновой кислоте, переведенные на русский язык. Это лекции китайского профессора медицины, это лекции американского профессора медицины, эндокринолога, знаменитого американского и так далее. Сейчас я это все поперевожу и озвучу, и в дальнейшем вы сможете во время моей лекции просмотреть и послушать о бетулиновой кислоте, о применении бетулиновой кислоты как противоопухолевое средство, ну и так далее. Очень интересно, ждите, скоро выйдет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, что можно принимать из ТЭФ от высокого давления, сахара высокого и холестерина? Первое, что вам необходимо сделать, больше спать. Как бы это странно ни звучало, я рекомендую людям, у которых есть такие проблемы, больше спать. Второе, меньше есть. При заболеваниях сахарный диабет второго типа и при заболеваниях сахарного диабета с ожирением я рекомендую сон и рекомендую больше спать. Если человек больше будет спать, то у него будет улучшаться общее самочувствие. Далее, третье. Я считаю, что все три заболевания, которые у вас есть, и высокое давление, и высокая глюкоза, и высокий холестерин, являются следствием вашего неуравновешенного длительного невроза, которым вы, скорее всего, длительно страдаете. Но есть одно но. В этом но, это но заключается в том, что очень часто в момент стресса или в момент вспышки гнева, в момент невроза развивающегося, в момент каких-либо отклонений психологических у человека всегда происходит определенная реакция. В большинстве своем такая реакция происходит таким образом: беспрепятственно и в большом количестве выделяется соляная кислота. Такая соляная кислота может приводить к ряду заболеваний. Вы знаете, что это может приводить к развитию заболеваний язвенных, язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, может приводить к дисбактериозам, к появлению панкреатита острого, хронического, к появлению гастродуоденита, появлению гастроэзофагиального заболевания, к появлению плохого запаха. Но, как правило, такое повышение кислотности — это реакция абсолютно каждого человека, особенно ближе в ночное время у женщин и особенно ближе в дневное время или в утренние часы у мужчин. Именно поэтому я рекомендую при таких диагнозах начинать мужчинам принимать утром 1 чайная ложка соды, разведенной в теплой воде, с утра, а женщинам такую же пропорцию соды принимать перед самым сном или засыпанием. Заметно уменьшается глюкоза, заметно уменьшается холестерин и заметно улучшается общее состояние сосудов. Второе. Начинайте принимать каолин в течение дня. Как его приготовить? Купите у меня каолин. Это сорбент. Он тоже приведет к тому, что в дальнейшем выброс тотальной такой соляной кислоты будет уменьшаться. Принимайте каолин. Каким образом? Возьмите 1 столовую ложку моего препарата каолин. Это очищенная активированная глина белого цвета. Размешайте ее в 1 литре воды холодной, можно минеральной. Принимайте такой литр на протяжении дня. Принимайте долго, на протяжении хотя бы 15-30 дней. В такую воду в 1 литр хорошо добавить 1 чайную ложку препарата гликоцитрохромин и 1 чайную ложку препарата Амарум Дуйко. Амарум с горечью, что будет приводить к выделению желчи, к ощелачиванию кишечника. И препарат каолин к нормализации общего бактериологического состояния вашего желудочно-кишечного тракта, к нормализации пищеварения, к улучшению общих систем
работы поджелудочной железы, к улучшению выделительной функции поджелудочной железы, к улучшению деятельности двенадцатиперстной кишки, к улучшению общей деятельности выделения и формирования желчных кислот, к улучшению общей деятельности работы печени, к расщеплению липидов, улучшению выделения желчи, к ощелачиванию вашего кишечника, даже в случае, если у вас есть гастрит с пониженной кислотностью, все равно данные препараты нужно принимать. Следующее. Принимайте это в таком виде. Возьмите 1 литр воды холодной, добавьте 1 чайная ложка гликоцитрохромин. Это снизит у вас инсулин подкожно. За счет этого препарата вы начнете худеть. В данном препарате основное действующее вещество называется пикалинат хрома. Пикалинат хрома является веществом, которое участвует в расщеплении жиров, к расщеплению и снижению липопротеинов низкой, очень низкой плотности, к расщеплению холестеринов. Таким образом, можно сказать, что использование препарата гликоцитрохромин является эффективным средством для похудения, эффективным средством при лечении сахарного диабета 2 типа, при лечении заболевания панкреатит и при заболеваниях с печеночной недостаточностью, с высокими показателями билирубина, холестерина, аминотрансферазы, ацетиламинотрансферазы. Таким образом, можно сказать, что применение гликоцитрохромин снизит холестерин, снизит ожирение, улучшит общее состояние сосудов, так как высокий холестерин часто приводит к появлению атеросклерозов и уменьшает общий объем сосудистой системы, что приводит к увеличению объема сердца, как правило. Это и является в дальнейшем заболеванием гипертензия или гипертоническое заболевание сердца. Сейчас о нем тоже скажу. Второй препарат это каолин. Я о нем сказал, его необходимо на такой литр добавить 1 столовая ложка. И амарум 1 чайная или 1 столовая ложка. Пейте такую взвесь или пейте вот такую смесь на протяжении всего дня. По чуть-чуть выпивайте этот литр на протяжении дня. Перейдите на диету. В этой диете полностью устраните сладкую пищу. Если вам поставлен диагноз сахарный диабет 2 типа, начните принимать метформин 500 по 1 таблетке 2 раза в день. Сведите рацион питания к тому, чтобы принимать пищу лишь 1 раз в день в районе 5-6 часов вечера. Я могу сказать, что для мужчин лучше всего принимать пищу в обед для того, чтобы похудеть. Женщинам лучше всего пищу принимать ближе к вечеру для того, чтобы похудеть. Знаете, диета балерин. Диета балерин заключается в том, что балерины едят лишь 1 раз в день. Если вы хотите похудеть и сделать это хотите безопасно, мой совет такой: кушайте, ешьте или принимайте пищу 1 раз в день. Делайте так, чтобы прием пищи был у вас полноценный. То есть это полноценный подразумевает не менее 150 граммов белка, 100 граммов, 70 граммов жиров и 50 граммов углеводов. Этого достаточно для одного приема пищи, и я считаю, что прием такой пищи способен заметно улучшить ваше общее состояние и привести к тому, чтобы вы очень быстро худели. А мои препараты помогут вам справиться со всеми остальными заболеваниями. Также в компании разработан препарат, называется чай Тонизон и препарат Тонизон. Принимайте препарат Тонизон по 2 таблетки 3 раза в день. Чай Тонизон тоже можете принимать на протяжении всего дня. Какие народные есть способы снизить давление? Это определенные упражнения. Самое простое упражнение — это положить, свернуть трубочкой коврик или полотенце, приподнять ноги и опустить их об эту трубочку так, чтобы было ощутимо давление в икрах. То есть лежа на спине положить под ноги в районе икр
голеностопа положить свернутое в рулон полотенце, после чего приподнять над ними ноги и уронить так, чтобы было не болезненно, но очень ощутимо на уровне икр. Второй вариант. Берете скалку, которая раскатывает тесто, и раскатываете обе ноги икры вот такой скалочкой. Делайте это эффективно. Второй вариант. Встаете со стаканом холодной воды, делаете 10 глубоких вдохов и выдохов и очень медленно выпиваете 1 стакан холодной воды. Третий вариант. Если давление повышается, всегда имейте с собой вьетнамскую звездочку и смазывайте или мазь какую-нибудь там миновазиновую можно, ну или вьетнамскую звездочку, и смазывайте шейный отдел, даже не шейный, а воротниковую зону шейного отдела позвоночника, а также лоб от виска до виска. Такой мазью это тоже снизит ваше давление. Точка, снижающая давление у человека, это точка, находящаяся в центре груди. Самая болезненная точка, которая находится в центре груди, это точка, снижающая давление. Еще две точки, которые способны снизить давление, это два бугорка с задней части нашей головы. Это два бугорка Луна и Солнце. Их необходимо надавливать для того, чтобы давление снизилось. В случае, если давление повышается, самые простые способы снижать давление — это делать движение по телу руками вниз, чтобы поднялось в обратную сторону. Третье. Если давление хроническое, то как организм реагирует на такое давление? У меня был когда-то пациент. Этот пациент длительное время лечил диарею. Он говорит, мне диарея замучила, что я только не съем, у меня тут же появляется диарея. Причем я в день могу сходить 10 раз в день. Я ему говорю, Юра, вам необходимо измерить артериальное давление. У вас, скорее всего, гипертоническое заболевание сердца. Он мне говорит, Андрей Андреевич, я здоровый, я спортом занимаюсь, а он худой. И он говорит, я худой, у худых людей гипертонии не может быть. Я говорю, Юра, не обманывайте себя, гипертония не связана с тем, худой вы или полный человек. Вам необходимо измерить артериальное давление. Андрей Андреевич, я военный, измеряю давление стабильно, у меня хорошее. Я говорю, смотрите, когда у вас появится диарея, вы перед диареей измерьте давление. Хорошо, хорошо. Но она у меня каждый день. Ну вот измерьте. Он мне звонит и говорит, Андрей Андреевич, у меня давление 180 на 110. Хочу сказать вам, что норма артериального давления 120 на 80. И я ему говорю, послушайте, Юра, это говорит о том, он говорит, ну как только я сходил в туалет по-большому, у меня сразу же давление снизилось. Я говорю, правильно, очень часто люди, которые страдают артериальным давлением, могут столкнуться с такими проблемами, как диарея, так как это реакция нашего организма на повышающееся артериальное давление. Поэтому в случае, если у вас с утра произошла дефекация 2 и более раз, это говорит о том, что у вас с утра появилось артериальное давление. Обычно с утра артериальное давление поднимается у мужчин чаще, чем у женщин, но у женщин чаще давление поднимается в ночное время. Именно поэтому такой процесс может быть у женщин к вечеру, когда они, и это все сопровождается невротическими состояниями, неврозами. Очень часто человек, у которого высокое артериальное давление, он должен знать, что это связано с 3 компонентами. Первое — плохая работа почек. Второе — есть зажимы мышечных тканей и сосудистых тканей шейного отдела. И третье — это неврозы. И с чем это связано? Первое, для того, чтобы убрать проблемы шейного отдела, это самое простое, нужно поставить банки в область трапециевидных мышц. Есть силиконовые баночки, они продаются в аптеке. Второй вариант — это банки стеклянные, но их нужно, чтобы кто-то ставил. И третье — это банки китайские, которые продаются вместе с таким насосом. Вот такие банки с насосом, они способны очень заметно улучшить состояние сердца у человека и в дальнейшем устранить заболевание гипертоническая болезнь.
Ну, или улучшить, в общем-то, общее состояние. Просто банки ставятся на левую трапециевидную мышцу, на правую трапециевидную мышцу. И ставятся они где-то на 10-15 минут. Вот хорошо помогает медовый массаж, который делается на воротниковую зону. Его тоже несложно делать самостоятельно. Каким образом? Берется бутылочка такая, пол-литровая, маленькая. Нет у меня здесь бутылочки. Ну, предположим, что у меня вместо бутылочки баночка. Смазывается отдел шейного отдела или воротниковый отдел шеи, шейного отдела позвоночника медом. Сюда в эту баночку наливается теплая вода. И вот таким образом массажируется. Вот таким образом, чтобы баночка каталась. И вот такой массаж человек может делать себе на протяжении 15-20 минут с одной стороны, после чего с другой стороны, не торопясь. Это заметно ежедневно на протяжении хотя бы 15 дней. Это заметно улучшит общее состояние артерий, сосудов, которые, а также позвоночника, и заметно улучшит ваше состояние. Ну и, конечно, неврозы. Как справляться с неврозами, невротическими состояниями? Как правило, это недостаточность магния и витамина В6. Просто попринимайте магний и В6. Можно дополнительно L-триптофан, потому что L-триптофан является прекурсором дофамина. Дофамин является гормоном счастья. Когда человеку не хватает счастья, он становится угрюмым, накручивает себя часто и в дальнейшем провоцирует появление вот таких невротических состояний и так далее. То есть не хватает немножко счастья человеку. Именно поэтому я рекомендую использовать, допустим, витамин магний В6 совместно с препаратом L-триптофан. Оба препарата можно приобрести в моей компании «Тибетская формула» на моем сайте tibetan-formula.com. Кстати, сейчас в данный момент у нас идет акция минус 17%. 14 же? Или 17? 14, наверное. Минус 14% на все препараты, которые есть в тибетской формуле. Пожалуйста, тонизон, магний В6, L-триптофан. И для почек препарат можно Нефромакс. Это препарат, в котором находятся 4 кислоты, которые способны очень эффективно растворять кальциево-фосфорные соединения и устранять заболевания мочекаменное. Мне лично очень нравится чай Бевинтон. Он и снижает давление, и убирает камни в почках, растворяет камни и в почках, и в желчном пузыре. Великолепное средство. Ну, ответил, в общем-то. Татьяна Бонд. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, ваши капли в глаза, какие именно порекомендуете сыну при астигматизме? Столько лет его просила, чтобы капал, не соглашался. Теперь разрешил, чтобы вы дали рекомендации. Мнемонорм постоянно есть дома для детей за него. Спасибо большое за ответ. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Пожалуйста, смотрите, в случае, если астигматизм у ребенка формируется, это говорит о том, что у ребенка первое, недостаточность физической активности, то есть ему необходима физическая активность. И второе, необходимы успокаивающие препараты. Не нужно давать какие-либо препараты и закапывать, тем более капли при астигматизме. Я рекомендую использовать препарат черничный кальций или кальций с черникой. Используйте его. Экстракт черники вмещает в себя кверцетин, вещество, которое как раз и действует на процесс, который возникает в макуле, тем самым формирует лечение макулы, исчезают вот эти дистрофические состояния, и данное вещество находится как раз в препарате черничный кальций. Пусть его принимает по одной таблетке 3 раза в день. И любое успокаивающее вещество. Я рекомендую принимать пастовид. Тоже по одной таблетке 2 раза в день. А капли, я думаю, ему, кстати, не особо нужны. Астигматизм не приговор. При астигматизме человек просто очень быстро устает, когда читает. Астигматизм не является заболеванием, которое является критическим для жизни человека. Не торопитесь устранять астигматизм. Считается, что, не считается, это моя гипотеза такая, я считаю, что астигматизм является производным половой неудовлетворенности или высоких гормонов у мужчин и у женщин. Но в дальнейшем, когда
мужчина взрослеет, то астигматизм как заболевание само по себе исчезает. Очень часто астигматизм, который ставят в раннем возрасте или в среднем возрасте, полностью исчезает к взрослому возрасту. То есть если в 34 есть, то к 50 его нет. Поэтому не торопитесь, это не связанное с глазами, как правило, заболевание. Где она? Андрей Андреевич, подскажите, у меня появился водяной прыщи на мягких участках тела, они появляются и появляются. Я думала, что это потница. Ходила к врачу, он в этом не уверен. Говорит, что это может быть и грибок. Меня беспокоит это. Что бы ни делала, они не проходят. Вчера намазала чайным деревом, их еще больше стало. Подскажите, пожалуйста, что могло это быть и что с ним сделать? Сейчас начала пить кандиру 1000 мг. Пропила пока 2 таблетки. Проверила щитовидную железу и диабет. Все в норме, анализ крови также хороший. Это аллергия. Это аллергия, скорее всего, на какое-нибудь аэровещество. То есть это, возможно, аллергия. Сейчас осенью начинают спороваться или выделять споры активно грибы, ядовитые и так далее. Это может быть ожоги. Это могут быть ожоги, а сейчас самое время цветения и выделения пыли, амброзии. Сейчас амброзии очень много. Буквально вчера, позавчера или когда я там ездил, буквально позавчера, когда я ехал просто через поля, леса и луга, извините, то заметил, что в тех участках трассы и тех участках, где нет засеянных полей, в огромном количестве растет амброзия. Заметить амброзию несложно. Это высокое растение с ярко-желтыми красивыми окончаниями. Такими. Оно очень красивое такое. Имеет яркий, гадкий запах. При появлении цветочной пыльцы амброзии разносится она очень быстро. У многих людей, особенно у тех, у кого есть белая кожа с большим количеством пигментных пятен темного цвета. Обычно у таких людей есть склонность к поражению кожи вот такой пылью вплоть до появления ожогов. Именно поэтому тем людям, у которых такое появляется, рекомендую солевые содовые ванны 1 раз в день. 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки соды в ванной развести. Второй вариант — это после того, когда покупались в ропе, в которой растворена соль и сода, этой ропой смазываете свое тело. Это будет защитным механизмом вашей кожи и в дальнейшем сможет вам заметно помочь, чтобы вот такое не появлялось. Ну и, конечно, прием антигистаминных препаратов. Антигистаминные препараты, ну какие? Тавигил можно, цитрин. Там ряд есть аналогов, можете посмотреть в интернете. По одной таблетке, можно даже 1 раз в день. Поэтому можете не переживать. Есть второй вариант появления таких пятен, это лучевое заболевание. Возможно, это поражение радиацией. Это может быть в том числе и солнечной радиацией. Обратите внимание, может быть, носите закрытую одежду, посмотрите, нет ли у вас контакта с вещами, которые имеют очень высокий радиационный фон. Ну, в вашем случае я не думаю, что это так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На одном из вебинаров вы дали рекомендации пить медный купорос во время деменции. Можно пить медный купорос для профилактики деменции и других заболеваний? Нет, я считаю, что это необходимо только тем людям, у которых есть деменция. Можно ли для профилактики что-либо пить? Да, можно. Есть в нашей компании препарат, он называется Гворгин. И есть препарат Инстамакс. Вот их можно попринимать. Можно попринимать здоровые сосуды, атеросклеропатин. Вот такие препараты, это профилактика от такого заболевания. Медь находится у нас в препарате Алгоцин. Просто медь для профилактики появления заболеваний Паркинсона и Альцгеймера можно попринимать в виде профилактики. Такой препарат медь у нас находится в препарате Алгоцин. В нем находится медь и цинк. И первый и второй препарат
является, есть еще, препарат называется Минераликс, в нем находится и медь, и все остальные микроэлементы или биомикроэлементы, которые необходимы человеку. Когда появляются у человека симптомы, когда необходимо принимать микробиоэлементы или минералы по-другому, это заболевание следующее. Отсутствие месячных, ожирение, вспотевание, гипергидроз, далее импотенция, низкая потенция, низкая либидо, нежелание интима. Дальше панкреатит, сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания, ревматизм, туберкулез, падает зрение, падает слух, выпадают волосы, сыпь на коже. Во всех этих случаях это во многих случаях говорит о том, что есть проблема с минеральным дефицитом. В компании нашей есть препарат, он называется Минераликс. Как его принимать? Когда вы приобретете препарат Минераликс, знайте, что в данном препарате находятся все абсолютно минералы, включая кобальт, который необходимо принимать именно в это время сейчас осенью, потому что осенью, как раз в сентябрь, нужно кушать много белка и принимать кобальт, потому что это время по системе рефлексологии китайской, когда нужно обращать внимание на легкие, а легкие восполняются кобальтом, и там находится наш кобальт как раз в препарате Минераликс. Как его принимать? Его концентрация этого препарата достаточно высокая. Как его принимать? Достаточно 1 чайной ложки на 2 литра воды или пол чайной ложки на литр воды. Вот эту воду литр выпивайте на протяжении дня, не торопясь, не за раз, просто на протяжении дня. Обычно 10 дней или 15 дней достаточно для того, чтобы заметить просто невероятное увеличение выносливости, иммунитета, общего состояния, появляются силы, утром нет сонливости, улучшается настроение, улучшается зрение, улучшается стул, исчезают какие-то невралгии, особенно это быстро происходит. То есть там тянет в ногу, тянет в поясницу, тянет еще куда-то. Почему? Это, как правило, как раз и является одним из качеств недостаточности минералов в нашем организме. Яна Мальц заказала для сына свечи и мазь от геморроя. Стало еще хуже. С чем это связано? Мужчины и женщины, которые болеют геморроидальными узлами, как правило, должны снижать кислотность желудка. Применяйте свечи или применяйте мазь без свечей. Принимайте мазь таким образом, мазь утром и вечером. При этом обязательно 1 чайная ложка соды на 1 стакан 2 раза в день. Таким образом геморрой сможете вылечить. Второе. Ни в коем случае при геморрое ни в коем случае нельзя заниматься онанизмом, потому что это может приводить к обострению. Именно поэтому этого нельзя. Я не знаю, сможете ли вы это сказать близкому человеку или нет, но это просто лечить геморрой, и это, чтобы происходило, лечение не получится. Это все между собой взаимосвязано. Третье. В случае, если не помогает и происходит кровотечение, то необходимо все-таки обратиться к проктологу. Возможно, проблема уже достаточно длительная, и может быть действительно начать или провести исследование. Я вообще считаю, что каждый человек раз в 5 лет должен проводить исследование толстого кишечника, проводить колоноскопию и смотреть, не развиваются ли какие-либо заболевания. Снежана. После операции по удалению матки и шейки матки, труб и части влагалища, а также всех лимфоузлов, там же яичники оставили, начался лимфостаз. Да. Твердеет низ живота в области тазобедренных суставов,
Также, когда обматывал ноги эластичным бинтом, под коленом передали, и там образовалась шишка. Это киста, а не шишка. Она называется киста Бейкера. Нога становится ватной и мешает при приседании. Болит и тянет. Чем полечить, подскажите. Прошла 15 процедур лучевой терапии, сейчас перерыв. Потом еще 15 лучей. Диагноз эндоцервикс шейки матки стадия. Группа 2. Спасибо за ваш труд. Смотрите. Скорее всего, наша традиционная медицина вам никак не поможет. Ну, собственно говоря, как и нетрадиционная. Но есть в этом такие интересные выводы. Я уже их рекомендовал один раз. Хочу вам сказать. Во-первых, какие препараты принимать. Есть препарат такой, у меня называется он Асцит-Норм. Асцит-Норм. Он уберет лишнюю жидкость из брюшной полости. Это может быть связано и с холециститом, который начался во время химиотерапии, потому что нагрузка на печень. Это, ну, там ряд может быть проблем. Там везде происходит воспаление, еще и лучевая терапия, то есть происходит водянка. Ее легче всего убрать препаратом Асцит-Норм. Принимайте по одной таблетке 4-5 раз в день. Это заметно улучшит общее состояние. Второе. Один раз в день, а еще лучше 2 раза в день, допустим, понедельник и четверг, с утра и до поздней ночи ничего не ешьте и обязательно не пейте никакой воды. Не пейте никакой воды. Вообще, вы должны знать, что при лимфостазе нужно уменьшить количество потребления жидкости, хотя бы на какое-то время. Далее. В эти дни, когда вы будете отменять жидкость и стараться ничего не пить, в эти дни берите мыло хозяйственное, делайте пенку из хозяйственного мыла и потом этой пенкой смазывайте места, пораженные лимфостазом, так, чтобы эта пенка засыхала на вашем теле. Также во время этих дней очень часто купайтесь под душем холодной, теплой такой, почти холодной водой, там 3, 4, 5 раз в день. Но только в дни, когда вы будете проводить сухой, я его называю, голод. Наталья Круть. Скажите, пожалуйста, как быстро восстановиться после воспаления легких? Что еще можно? Очень рекомендую использовать Демилон и Туберсол. Также препарат канцеромедин. Инстамакс. Инстамакс на первое место, можно Эмбрио Плюс на второе и Демилон на третье. Инстамакс, Эмбрио Плюс, Демилон. Все ваши органы, а также иммунитет улучшится. Нет возможности принимать все 3 препарата, выберите бетулин. Бетулин уникальный препарат, так как вещество бетулин активирует выделение интерферонов или продуцирует воздействие на лейкоциты, которые могут продуцировать интерферон. И интерферон является напрямую вашим иммунитетом, поэтому в случае, если вам необходимо просто улучшить иммунитет, будь при каком заболевании, используйте как вещество, которое способно восстановить иммунитет, это вещество бетулин. Обязательно начинайте принимать. Вообще считаю, что бетулин равняется красота, бетулин равняется молодость, бетулин это здоровье вашей печени, бетулин это здоровье глаз, печени, кожи, волос, это белые белки, это здоровые зубы, это здоровая печень. Если здоровая печень, у человека есть силы, есть потенция, есть желание, есть желчь, которая выделяется и убирает кислотность, есть физическая сила и так далее. Hello, Андали. Кэт Дриндрич, почему периодически ни с того ни с сего ощущение, что не могу сделать глубокий вдох, зевание, тяжесть внутри? Такая проблема с 14, а мне 38. То затишье, то опять. Вы описали первые признаки гипертонии, и то, что у вас происходит, называется артериальное гипертоническое заболевание. Гипертоническое заболевание. Гипертоническое заболевание сердца. Обычно это происходит так. Происходит спазм сосудов. Когда происходит спазм сосудов, то не хватает кислорода. И человек вынужден делать дополнительные глубокие вдохи. Вот если в это время
вам измерить артериальное давление, оно будет повышенное. Я вас поздравляю, вы скорее всего имеете гипертонические кризы. А затишье — это не появляющееся заболевание. Когда такое возникает? Обычно это возникает при перемене времен года. С весны на осень, с лета на осень, с осени на зиму, а особенно сильно с зимы на весну. Летом же обычно с теплыми такими днями, когда появляется активность физическая, когда у человека много аскорбиновой кислоты, то у него снижается артериальное давление. Когда появляется высокая влажность, когда появляются первые элементы холода, когда появляется аллергия там какая-либо, то происходят отеки и начинается. Человек вздыхает, не может вдохнуть и так далее. Это все артериальная гипертензия. Все это лечится. Самый простой препарат современный, который мне нравится, это, конечно, триплексам, но его тоже должен назначать врач, определяя, в какую сторону вас все-таки лечить. Там он состоит из 3 частей. Это адреноблокаторы, как бы для психики, чтобы действовало хорошо. Дальше кальций блокирующий препарат. И третий — это расширяющий сосуды препарат. Таким образом, пропорции данного препарата, они видны в виде определенных названий. То есть это может быть 50, 15, 100 или 100, там, 20, 50 и так далее. Ну и это должен выяснить, скорее всего, лечащий врач. То есть он может посмотреть, как вам принимать данный препарат и назначить правильный курс лечения. Общий препарат или там общее лечение гипертонического заболевания, я об этом уже сегодня рассказал. Марьяна Королевская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я хочу оставить отзыв для многих. При беременности мне помог от плаксивости препарат Магнумцид 300. Через 2 недели результат 100%. Ваши препараты тибетской формулы урегулировали много. Огромное спасибо вам, Марьяна Королевская, очень приятно. Татьяна, уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, какую травку попить при начале менопаузы? Не травку попить, а попринимать мой препарат. Он называется Климактерикс. По 1 таблетке 3 раза в день. Но все же, если вы хотите попить травку, то помогут вам рыльца, кукурузные рыльца, дальше пассифлора, дальше можно калина сушеная, дальше можно трибулус. Выбирайте один из этих препаратов и принимаете. Пассифлора на первое место. Можно мята. Уважаемый Андрей Андреевич, сильные головные боли. Возможно, мне нужно вернуться на Украину. Спасала сына от войны, сейчас в Словакии. Душа не на месте. Сильные головные боли на фоне неврозов очень частое явление. Когда человек переживает, у него происходят очень часто спазмы сосудов. Самый простой способ снять спазмы сосудов — смазать лоб ментольной мазью, выпить соду. Это проверено. Спазм происходит на фоне повышения кислотности желудка. И всегда спазм происходит на фоне... Спазм происходит в сосудах именно лобной доли. Именно поэтому мигрени имеют вот такую форму. Если посмотреть людей, которые больше всего страдают мигренью, и проанализировать их физиологическое состояние, то оказывается, что в тот момент, когда у них появляется максимальное проявление мигрени, в этот момент у них проявляется максимальный выброс соляной кислоты. А что может деактивировать соляную кислоту? Самая обыкновенная щелочь. Обычная щелочь — это там из напитков это кофе, из веществ домашних это сода. Поэтому просто попейте соду в момент головных болей и смажьте. А почему ментол? Ментол даже через кожу, даже местно убирает, является мощнейшим спазмолитическим препаратом. У меня была женщина, она говорит: Андрей Андреевич, мне очень помогал цитрамон. Я говорю: ну правильно, в цитрамоне находится кофеин. Кофеин является щелочью, попадая в желудок, аннулирует действие соляной кислоты. Если вы выпьете соду, эффект будет точно такой же.
Нужно ли вам вернуться на Украину? Конечно, нужно, едьте. Татьяна Бондаренко. Год принимаю КЛ-РИК с перерывами от климакса. Замучилась. Приливы, сильно потею. Перейти на другой препарат или какой? Смотрите, есть народный способ. Он 100% работает. Хотите мне верьте, хотите не верьте, все равно. Возьмите железный гвоздь. Вымойте его, оботрите его, там, дезинфицируйте в спирте, выварите, не знаю, что-то сделайте, чтобы на нем не было ничего плохого. Возьмите его в плоскогубцы или плоскогубцами, после чего нагревайте его до красна на комфорке или там на чем-либо, где вы его сможете нагреть. Он должен иметь цвет красный. Держите перед собой стакан с водой холодной. Когда гвоздь нагреется до красна, обмакните его в холодную воду. Сделайте так от 15 до 30 раз. Выпейте эту воду 1, 2 или 3 раза по стакану на протяжении дня. Обещаю, 10 дней, и после этого никогда климакс больше у вас не проявится. Как это устроено? Знаю, но это все эзотерически. То есть объяснение с позиции какого-либо воздействия на человека данного вещества, там недостаточно железа или там оксида железа, не знаю, там соединение с водой этого оксида железа и так далее, что это за пленка, является ли это наноаквилохилотическим железом или еще каким-либо, что там происходит, вот объяснить с позиции медицины я не могу. Это не медицинская система, но вот так может помочь прям очень заметно, быстро и 100%. Эмма Мейер. Я ученица, очень признательна за учение, огромный труд. Много раз обращалась, очень признательна за ваши ответы и назначения. Вчера у дочери на МРТ обнаружили гемангиому правой задней части мозга 7,7, ого, и толщина 2 мм. И полип в правой гайморовой пазухе 10,6,4. Очень прошу, дайте назначение по ТФ. Смотрите. То, что обнаружили сейчас у вас гемангиому и в одной, а именно правой гайморовой пазухе полип, говорит о том, что у вас есть прогрессивное вирусное заболевание. И вам необходимо сдать анализ, который называется анализ на наличие в крови вируса Эпштейна-Барра всех видов. Скорее всего, а именно при заболеваниях Эпштейна-Барра проявляется опухолевидное формирование гипофиза, червячного отдела мозга. И всегда одним из принципов такой бинарной опухоли, доброкачественной к радости, это появление опухоли левой или правой стороны гайморовой пазухи. Это всегда происходит. Когда вы определите, то можно попринимать препараты медицинские, допустим, ацикловир там, или гропринозин и так далее. Я же рекомендую использовать следующие препараты моей компании. ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день. Ингаляции с препаратом Германии 10 минут 1 раз в день. Препарат Германии столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. Препарат бетулиновая кислота и бетулин. Бетулин по 2 таблетки 3 раза в день. Бетулиновая кислота 1 таблетка 2 раза в день. Обещаю, что при применении данного курса 1 раз в месяц опухоль мозга и опухоль носоглотки уменьшится раз в 6. Уже спустя месяц вы мне можете написать здесь. Идет трансляция. Женя? Женя? Идет трансляция у нас? А что там пишут, что не идет? У меня здесь тоже не идет. Все нормально, сейчас еще раз нажму. Ждем пользователя тибетская формула спасительный рецепт. Поставьте плюсики, идет или не идет трансляция. А то я отвечаю, знаешь, а может трансляции нет.
Идет все-таки. Хух. Идет. Ура. У нас такое. Просто у меня было такое, когда-то шла трансляция, и я отвечал на вопросы. А потом спустя 40 минут оказалось, что все ждали, когда она начнется. Ура. Людмила Заднепряная. Здравствуйте, Андрей Андреевич, быть добру. Согласен. Галина Казанцева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня сильно похудели ноги и дрябнут мышцы. Само тело не худеет. Что это может быть, как лечить? Есть заболевание, оно называется заболеванием Коновалова-Вилсона. Сейчас скажу, как называется. Есть заболевание, называется болезнью Иценко-Кушинга, гиперкортицизм. Вам необходимо сдать кровь на кортизон и посмотреть, нет ли у вас гиперкортицизма или гиперкортицизма. Также проверить работу ваших надпочечников, посмотреть, нет ли у вас острой недостаточности коры надпочечников, синдрома Нельсона или феохроцитомы, или там опухолей надпочечников, или гиперальдостеронизма, то есть альдостерон сдать. Тем не менее, хочу сказать, что это может быть еще и неврологическое заболевание. Что необходимо делать? Ну, я однозначно бы сдал на кортизол анализ крови, чтобы посмотреть, нет ли изменений. Ну и второе, начал, наверное, бы принимать, ну и исключил бы сахарный диабет второго типа, проверил бы инсулин, наверное, наличие инсулина, нет ли его повышенного. Ну и начал бы принимать, наверное, все-таки однозначно, начал бы принимать для надпочечников препарат. Это препарат моей компании, он называется сейчас скажу, как называется, не помню. На букву Т. Сейчас вспомню. Да, он называется Тенторикс, все правильно. Препарат Тенторикс и препарат альфа-липоевая кислота. Валентина Козырева. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Мой внук 4 года, еще в памперсах. Как можем его отстраним? Спасибо большое вам. Начните ребенку давать препарат, называется Гепакс. Четверть чайной ложки на стакан воды. 1-2 раза в день. И второй препарат — это черничный кальций. Давайте ему 1 таблетку 2 раза в день. В случае, если дети долго носят памперс, это может быть еще и проблемами минерального вот такого состояния и проблемами печени. Галина Бакуменко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Приобрела панчакарму и не поняла, как пить стики 3 штуки в 1 стакан или каждый стик в отдельном стакане. Можно 3 штуки в 1 стакан. Все в порядке. Что посоветуете? Очень поможет баня, обычная с веником. Прямо прогреться и в бане вот постучать. Также продукты пчеловодства. Это препараты моей компании Канцерамидин, Демилон, Апимокс. Дальше каждый день 1 столовая ложка меда, можно без воды на ночь. Дальше для того, чтобы не болело, есть такая мазь, называется золотой бальзам Дуйко, ей натирать. Если не можете это приобрести, найдите мазь кобротоксин вьетнамского происхождения и смазывайте пояснично-крестцовый отдел и место боли на пальцах. Вот эта мазь кобротоксин, она вам поможет. А что такое врапе? Рапой называется разведенная в высокой концентрации соль в воде.
Светлана Квак. Андрей Андреевич, давление низкое, а пульс по 95. Как выйти с этого состояния? Когда пульс повышается, это говорит о повышающемся адреналине. Высокий адреналин является проблемой невроза. Поэтому успокаивающие вещества — это магний, это пассифлора, это мои препараты Серонтал, Магнум Цит-300, Магний Б6, это препарат NSCARD. То есть все, что может справляться с тем, чтобы блокировать большое формирование и появление неврозов. Неврозы воздействуют на адреналин. Адреналин приводит к появлению высокого протромбинового индекса, появляются тромбозы. Поэтому высокий адреналин очень часто приводит к реагированию, и это реагирование — высокий пульс. Также это могут быть первые приступы, как бы дебют, которые называются панические атаки, которые являются тоже симптомами неврозов. Как справляться с паническими атаками в случае, если они не приобрели еще очень тяжелую форму? Мной был разработан препарат, который создан из экстрактов растений. Этот препарат называется Пастовид. Одна из его функций — преодоление панических атак или борьба с всеми проявляющимися симптомами в момент его дебюта, появления, а не в момент тяжелого, прогрессирующего, сопутствующего заболевания, допустим, заболевание биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза с паническими атаками. То есть если у вас МДП с паническими атаками, то скорее всего препарат бессмысленно принимать. Если у вас дебют и просто панические атаки внезапно иногда появляющиеся, принимайте L-триптофан препарат и принимайте препарат Пастовид совместно по 2 таблетки 3 раза в день. Итак, мой совет о том, что же предпринимать человеку, у которого появляются панические атаки. Ну, первое. В тот момент, когда появляются панические атаки, человек начинает сенсорно, как бы своими сенсорными компонентами, своим сознанием концентрироваться на ощущениях, которые происходят внутри его тела. В этот момент он себя накручивает, то есть там сжало в животе, сжало в груди. Я, к сожалению, наверное, никогда не испытывал панических атак. Ну, может, и к радости, наверное, все-таки к радости. Ну, и я не могу сказать, какие симптомы. Но это по рассказам других людей. То есть я могу это говорить основываясь или как бы опираясь на рассказы тех людей, которые у меня были на консультации. То есть они говорят, как это возникает. Там ощущение, будто сознание понимает, что все хорошо, при этом появляется одышка, ощущение, будто скоро ты умрешь, или там это все называется паническая атака. Что необходимо делать? Первое. Начинать проговаривать вслух то, что видите перед собой. То есть вот обои они такие, вот угол он горизонтальный, вот окно оно там белое, вот за окном оно такое. Второе, активно дышать. Делать вдохи и выдохи, стараясь максимально увеличить в объеме свой живот. Это все дальше выпить 1, 2 или 3 стакана холодной воды. Это все может укрыться, можно с головой. Если у вас паническая атака и вам жарко при этом становится, то выйти на улицу, сесть и на улице просто смотреть вдаль куда-нибудь. Также быстро купировать паническую атаку поможет просто питье соды или питье кофе, или очень громкий выкрик, то есть громко закричать. Есть еще один вариант — выпить горечь какую-нибудь. В случае, если у человека припадок панической атаки, то этому человеку поможет питье горьких растений. Эти горькие растения могут быть настойка полыни спиртовая, либо мой препарат Амарум. Это водно-дисперсионный состав, который состоит из 11 горьких растений. 1 столовая ложка запить водой, это все очень быстро уберет паническую атаку. В дальнейшем необходимо восстанавливать целиком всю психическую систему. Принимайте препараты восстановления психической системы, устранения неврозов. Это и магний Б6, и L-триптофан, и Серонтал, и Пастовид и так далее. Невролог сейчас назначил пропить нейралгин, гапапентин.
Всем доброго времени суток. Как бороться с аллергией? Бороться с аллергией необходимо, используя кальций и натрий хлор. Также очень хорошая рекомендация есть такая. Возьмите ватку обычную, сделайте из ватки тампончик. Сделайте из ватки тампончик. Вот такой тампончик, его обмакните в спирт, отожмите, чтобы он такой сухой был. Пусть он полежит немножко, чтобы высох. После чего тампончик поставьте в левую ноздрю и в правую ноздрю. Носите не менее 6 часов. Любая аллергия является, любым стартом аллергии является, как правило, аэрозольное возбуждение дыхательных рецепторов. То есть это появление в воздухе спор грибов или пыльцы растений и так далее. Или каких-либо веществ, которые аэробно заставляют вас реагировать. Поэтому вы можете поставить ватку в носик и носить такую ватку на протяжении 6-7 часов. К своему удивлению заметите заметное облегчение, будете очень удивлены. Второе, принимайте Галит, мой препарат, 1 таблетка 1 раз в день, Аллергонорм 2 таблетки 2 раза в день. Из народных средств череда с крапивой напополам, 1 столовая ложка на стакан воды 3-4 раза в день. В эту воду необходимо добавлять щепотку соли. Есть еще народный способ во время аллергии, очень помогает, если человек принимает магнезию. Почему? Дело в том, что аллергия вызывает появление высокой кислотности желудка, а магнезия ощелачивает, так как является горькой. Поэтому щепотка магнезии на язык при рассасывании приводит к тому, что купируется аллергия. Когда человек болеет аллергией, то ему внутривенно, как правило, вводят гидрохлорид кальция. Здесь слово, которое вы уже знаете, это кальций. Поэтому применение дополнительно или введение в рацион питания биологически активной добавки с высоким содержанием кальция может вам существенно помочь. От себя хочу порекомендовать жемчужный кальций или чернично-устричный кальций, либо препарат с высоким содержанием кальция, цитрат кальция или цитрокальцемин, который продается в моей компании. 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Принимать такой препарат необходимо 2-3 недели в момент того, когда вы более всего прочего страдаете заболеванием аллергии. У мамы деменция, поможет ей участие в марафоне по здоровью? Да. Болят почки, есть камни. Я рекомендую использовать мой новый чай, он называется Бевинтон. Это чай, в котором находится кошачья мята и цветы высушенные кактуса, которые произрастают в Италии. При правильном смешивании этих двух компонентов у меня получился чай. В свое время у меня тоже была мочекаменная болезнь. Вот таким чаем мне удалось растворить камни и привести к тому, чтобы они больше не появлялись. Препарат Нефромакс, который растворяет камни, и Амарум. Амарум 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Нефромакс 1 таблетка 3 раза в день. И чай Бевинтон по 1 пакетику на стаканчик воды 2-3 раза в день. Отменить белковую пищу, отменить острые специи, алкоголь и сладости. И сделать это на 2-3 месяца. Соблюдать вот такую безмясную диету. Ну и полечиться вот этим препаратом. Андрей, скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания приема масла тмина? Есть противопоказания, это климакс, это психоневроз, это агрессивность, это депрессия, любые психические заболевания. При психических заболеваниях, также при заболеваниях с высоким потоотделением, при гипертоническом заболевании сердца масло черного тмина пить нельзя. Когда его нужно принимать? Масло черного тмина нужно принимать в случае, если у человека есть ощущение холода, замерзания, худобы. Кстати, прием масла черного тмина повышает иммунитет. И вы должны знать, если повышается иммунитет, увеличивается вес.
Если снижается иммунитет, вес падает. Поэтому человек, который болеет заболеванием онкологии, обычно сталкивается со снижением иммунитета, что приводит к его похудению. Также при агрессивных формах туберкулеза человек худеет и так далее. Не зря говорят чахоточный, худой, да? Чахотка — это туберкулез. Именно поэтому любое снижение иммунитета обычно провоцирует снижение веса. Вот смотрите, сахарный диабет первого типа, вес снижается, иммунитет снижается. То есть сахарный диабет первого типа чем лечится? Не питанием, а чем? Нужно увеличивать вес. Второе, нужно обязательно использовать жирные продукты питания, дабы увеличивать вес. И третье, работать или действовать, делать все для того, чтобы иммунитет увеличивался. Самый лучший препарат, наверное, который улучшает иммунитет, это бетулин и бетулиновая кислота. Бетулин, скорее всего, ориентирован на воздействие печени или на печень, а бетулиновая кислота на все органы и прежде всего на иммунную систему. В чем разница? Бетулин воздействует на лейкоциты с продуцированием интерферона. Бетулиновая кислота воздействует на Т-клетки. То есть появляются Т-клетки, появляются Т-хелперы. Обычно у человека, который болеет синдромом иммунного дефицита, у этого человека исчезает лишь Т-хелперы и Т-киллеры, такие иммунные клетки. И они не формируются и не появляются. И их появление возможно при применении препарата бетулиновая кислота. Т-киллеры и Т-хелперы — это вещества, которые способны воздействовать на опухоли и уничтожать опухоли. То есть это клетки, которые способны найти опухоли, интерпретировать или идентифицировать опухоли и после чего их уничтожить. Интерфероны не могут, но интерфероны могут усиливать действие фагоцитоза. Ну, зачем оно вам надо? Андрей Андреевич, скажите, какие препараты заказать? Когда я просыпаюсь, сводит судороги правую ногу, правая рука немеет от кончиков пальцев рук, в течение дня такого нет. Это говорит о том, что у вас есть проблемы позвоночника, вам нужен массаж. Массаж, мазь вертебралис и мой препарат вертебралис. Препарат вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Массаж с мазью вертебрализовая, прямо позвоночника, так, чтобы болезненно было. И это все поможет вам. Но без массажа не получится. Подскажите, как избавиться от головокружений при повороте головы в вечернее время? Если такие головокружения у вас появляются, особенно в вечернее время, это может быть связано с снижением глюкозы и снижением иммунитета и со снижением деятельности щитовидной железы при гипофункции щитовидной железы или гиперфункции щитовидной железы. Ну, как правило, гипо. Что необходимо делать? Принимать препарат Йодикс, который есть в моей компании, 1 таблетка 2 раза в день, Гваргин, 1 таблетка 2 раза в день и Диторекс, 1 таблетка 2 раза в день. Ну и следить за тем, чтобы особо не худеть. А это может быть связано еще и с проблемой позвоночника. Походите на массаж, пусть массажист с вами поработает. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как долго можно принимать магний B6? Я длительное время принимаю его и не знаю, нужно ли прекращать. Также страдаю аллергией. Препарат магний B6 можно принимать 10 лет, 20 лет, сколько хотите. Есть книга, я, к сожалению, не смогу сейчас назвать авторов, называется «Влияние биоантиокислителей на организм человека», где описывается влияние магния на человеческий организм, влияние витамина С, влияние витамина Е и так далее. Вот там сказано, что есть ряд витаминов, которые могут организмом при переизбытке выводиться. Какие-то витамины и какие-то минералы. Это йод. То есть сколько бы человек йода не выпил и сколько бы человек йода не получал, у него не произойдет отравление йодом. Такого практически никогда не происходит.
Когда говорят, что гиперфункция щитовидной железы связана с чрезвычайно высоким употреблением йода, я хочу вам сказать, что нет. Это связано с эндокринологической системой, эндокринной, вернее, системой нашего организма. И это никак не связано с тем питанием, которое получает человек. Это с питанием никак не связано. Поэтому в случае, если человек думает, что при гипофункции щитовидной, а может как-то негативно сказаться, что человек принимает большое количество йода. В случае, если у человека происходит отравление йодом, то у человека очень повышается температура и очень повышается температура, только температура. Давление остается в норме. То есть, если человек использует очень много йода, как повысить свою температуру? Берете кусочек сахара, капаете на него йод и этот сахар с йодом рассасываете. После этого на протяжении 1 часа у вас поднимается температура. Я это знаю, потому что в свое время я так в школе косил от занятий. Конечно, неудобно сейчас говорить. То есть, я брал дома йод, мне кто-то научил, капал на сахар. Съедал его, после этого ждал, когда мне будет жарко, при этом чувствовал себя комфортно, шел к Ксении Никитичне, которая была у меня в школе медсестрой. Она говорила: ты что, опять с температурой? Я говорил: да, у тебя все чисто. Я говорю: я не знаю почему. И она мне прописывала там какой-нибудь, что-то там, обычно аскорбиновую кислоту и анальгин, на то время, это советское время было, и после этого отпускала с занятий. И я после этого шел домой, косил таким образом. Но я хочу вам сказать, что это через час заканчивалось. В дальнейшем я четко просто понял, что отравление йодом приводит просто к повышению температуры ненадолго. Отравиться металлическим йодом можно, но там уже совсем другие процессы. И в общем-то найти металлический йод не так легко. Это уже совершенно другой продукт и является веществом токсичным, цитотоксичным. А то, что мы получаем в виде йод-растворимой настойки или там люголя или еще чего-либо, то сколько бы вы ни выпили, поверьте, плохо вам не будет, а температура быстро спадет. Можно ли отравиться кальцием? Кальцием нельзя отравиться, а вот калием можно. То есть использование высокого количества калий содержащих продуктов может привести к калиинурии и привести к появлению остановки деятельности почек. Какие там витамином С? Витамин С, его переизбыток выводится организмом. Витамином Е, переизбыток витамина Е выводится организмом. Дальше какие там еще есть витамины? Витамин К и витамин, допустим, У в большом количестве приводят к ожирению печени, использовать в большом количестве нельзя. Там какие-нибудь аминокислоты, допустим, какие там лизин, допустим, лецистин. Отравление аминокислотами происходить не может, потому что в случае, если они не нужны в организме, они просто свободно не усваиваются и выходят, депонируются. Скажите, пожалуйста, чем полечить хронический гайморит и мицетом правой пазухи? Назначение операции делать и не делать? Лучше делать. Лучше делать. Мицетому левой пазухи лучше делать. Но предварительно все же проверьте. Возможно, это синдром и его проявление заболевания Эпштейна-Барра. Давайте почитаем об заболевании Эпштейна-Барра. Если вам не надоело. Эпштейна-Барра. Вирус Эпштейна-Барра. Так, какая патология, которая может подсказывать, что у человека есть заболевание или этот вирус Эпштейна-Барра? Геном вируса Эпштейна-Барр представлен двухцепочной ДНК, но это понятно. Вирус в своем развитии не имеет РНК, это тоже хорошо. В настоящее время вирусу наряду с другими герпевирусами приписывается важная роль в формировании опухолевых клеток в организме человека. Вирус Эпштейна-Барра размножается в культуре клеток лимфомы Беркета, крови больных инфекционным мононуклеозом лейкемических клеток и так далее. Он может рецепилироваться, в том числе в бета-лимфоцитах, в отличие от других вирусов герпеса. Он не вызывает гибели клеток, активирует их на полиферацию. Полиферация — это размножение клеток делением. Именно поэтому считается, что такая полиферация может приводить к появлению опухолевидных
новообразований. Итак, патология. Когда все-таки находят и как проявляется сам вирус, который находится в теле. Ассоциируются или болезни, которые ассоциированы с вирусом Эпштейна-Барр. Синдром хронической усталости у всех есть. Инфекционный мононуклеоз. Это мультигландулярный аденоз, то есть опухает лимфоузлы. Железистая лихорадка. Это когда у человека высокий гемоглобин, а на теле появляются геморрагии, это точки. Болезнь Филатова, не знаю, что такое. Лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина. Это когда количество лимфоцитов увеличивается печень, которая фильтрует селезенка. То есть там лимфоузлы могут быть, там средостения, увеличиваются лимфоузлы кишечника. Некоторых неходжинских лимфом, в том числе лимфоме Брекета, нозофарингеальная карцинома. Это носоглоточная правое или левостороннее новообразование, которое в дальнейшем без лечения может приходить к появлению карциномы. Общая вариабельная иммунная недостаточность. Это когда у человека постоянно вирусы, он постоянно болеет там, заболеваниями острыми респираторными, там, заболеваниями носоглотки, ангинами, бронхитами. Синдром Алисы в стране чудес. Ну, с этим понятно, наверное. Это нарушение визуального восприятия человека своего тела или отдельных его частей, схемы тела. Это когда человек говорит, мне мешает рука, или мне мешает мой нос, мне мешает мое ухо и так далее. Гепатит всех форм, герпес всех форм, включая герпес на груди. Стоматит, когда появляются на губе нижние воспалительные процессы слизистой оболочки неба или слизистой оболочки рта. Постралонгационная лимфопроферативная болезнь. Дальше рассеянный склероз. Волосатая лейкопатия. Это на латеральной поверхности языка, на слизистой щеке бессимптомное нитевидное образование белого цвета. То есть там на слизистой оболочке во рту появляется такая белая звездочка. Болезнь Кикучи-Фуджимото, это связано с увеличением железистой ткани щитовидной железы при гипотиреозе. Одним словом, опухоль аденома гипофиза, там появление опухолей в мозге. Лечение противовирусной терапии, препараты, применяемые против различных герпевирусов, ганцикlovir, ацикlovir, валоцикlovir, гропринозин. Специфическая терапия требует при тяжелых вирус-ассоциированных заболеваниях у лиц с иммунодефицитом, генотерапия, ну и так далее. Эффективной вакцины против вируса Эпштейн-Барр не существует. Проводятся клинические испытания. Основную проблему при разработке вакцины создают различия состава белков. Почему? РНК не хватает, получается, и поэтому создать вот такой противовирусный препарат невозможно. Среди моих препаратов, эффективным препаратом, способным все-таки бороться, это бетулиновая кислота. Это бетулин, это препарат ГВИ и Германии, с которым я, кстати, рекомендую делать или проводить еще и ингаляции. Андрей Андреевич, а какое у вас воинское звание? Генерал. Старшой. Я инвалид второй группы, человек, болеющий онкологическим заболеванием. Также я человек, который имеет 5 детей, 4 из которых являются несовершеннолетними. Даже в случае, если я очень сильно захочу служить в армии, то меня не возьмут. А еще я давал в своей жизни обет, в котором говорил, что я никогда никого не убью, ни при каких условиях. Поэтому я не убиваю мух, а уже говорить о чем-то более совершенном, типа там человек и так далее, ну это просто исключено. Поэтому я веду такой образ жизни, в котором слово убийство отсутствует. Также я не убиваю животных, не убиваю комаров, прошу близких, чтобы они убрали. Это был мой обет. Я обеты не нарушаю. Обещания мужчина должен сдерживать. Поэтому война не для меня. Я могу только спасать.
Андрей Андреевич, как убрать затвердение после уколов? Уксус приложить. Второе, спирт приложить. Третье, миновазином смазать. Четвертое, вьетнамской звездочкой. Разжевать таблетку какую-нибудь, сейчас я придумаю, допустим, Мовалис, и приложить ее к этому месту. Диклофенак можно разжевать, со слюной смешать и приложить к этому месту. Это все уберет. Миновазином помазать. Я желаю всем успеха. Я надеюсь, получился у нас интересный вебинар. Скажите, пожалуйста, какие препараты применять для излечения ревматоидного артрита? Битулиновая кислота, битулин. Дальше Инстамакс, Артридикс. Сейчас, когда выйдет битулиновая кислота, начните принимать ее, она 100% улучшит. Дело в том, что при ревматоидном артрите как раз и происходит нарушение вот этих Т-киллеров. И именно больше аутоиммунное заболевание ревматоидный артрит. И, конечно же, применение просто гормональных препаратов, как правило, спасение, но ни к чему не приводит. Почему? Оно не приводит ни к чему, потому что нет того иммунитета, который способен убирать вот этот антистрептолизин, С-реактивный белок и так далее. Иммунитет должен вырабатывать, а не надпочечники бороться с этим. Поэтому нужно дождаться битулиновую кислоту и применять синхронно 3 препарата. Битулиновая кислота, битулин и Инстамакс. Эмбрио плюс еще можно. Татьяна Бондаренко. Если я резко просыпаюсь ночью и не могу спать, это говорит о выбросе адреналина. Ночной выброс адреналина обычно связан с неврозом. Обычно связано это с неврозами. И что необходимо делать? Обычно это связано с недостаточностью, как ни странно, кальция. Кальций является электролитом, который участвует в сжатии нашего сердца. В случае, если сжатие сердца недостаточное, которое связано, а сжиматься оно должно достаточно, то это, скорее всего, может говорить о том, что во время сна происходит апноэ, сердце не сжалось. В этот момент выделяется адреналин, и сердце сжимается, но вы просыпаетесь. А когда адреналин выделяется, уже спать не хочется. Что может помочь? 2 препарата, инфарктин и второй препарат, любой препарат кальция. Ночью часто просыпаетесь, начните пить кальций. Недостаточность кальция как минерала в организме как раз и приводит к появлению вот таких симптомов, в том числе и храп. Если человек храпит, это у него повышенная кислотность, гастроэнтериальный рефлюкс в ночное время и говорит о том, что недостаточность кальция. Поэтому давайте кальций на ночь или стакан молока на ночь, длительное время. И второе, это использовать, или творога, можно творогом заменить. Можно витамин D3 с кальцием пропить. Цитрат кальция пропить. И что-нибудь там от повышенной кислотности. Можно соды выпить. Елена Мер ответил. Я желаю всем здоровья. До свидания, уважаемые господа и дамы. На все вопросы, которые у вас возникли сегодня во время данной трансляции, смогут ответить после выключения этой трансляции наши операторы. Задать эти вопросы несложно. Вы можете их задать прямо, написав их в виде комментариев под данным видео. И второй вариант, написать их в чате нашего сайта tibetan-formula.com или перейдя на мой сайт tibetan-formula.com или aduiko.com и найдя телефон оператора или Viber или Telegram оператора, задать ему вопросы, связанные с вашим заболеванием. В случае, если наши операторы не могут вам ответить на ваши вопросы, они передают такие вопросы мне, и я в дальнейшем отвечаю на данные вопросы. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Будьте здоровы, друзья. Еще раз несколько слов о сентябре. Сентябрь и конец августа обычно связан с заболеванием легких и с заболеванием иммунитета. Именно поэтому в это время, согласно рефлексологии, является временем
когда необходимо воздействовать на легкие. И это позволит в дальнейшем привести к восстановлению позвоночника, как ни странно. Поэтому для восстановления легких я рекомендую использовать кобальт. Если попить в августе кобальт, то в сентябре заболевания легких лечить не нужно будет. Если у вас сейчас есть проблемы легких, ждите, в сентябре появятся проблемы позвоночника. Об этом говорит нам рефлексология и общая система лечения человека. Вот так вот она выглядит.